Марк Качим. Посылка. Коробка была ужасно тяжелой, такая маленькая, как будто 100 килограммов в ней. И самое противное, Макс совсем не должен был заниматься ее доставкой. Для этого была целая отдельная служба, но босс решил, что это должен сделать лично Макс, причем немедленно. Пришлось все бросить, с трудом поднять тяжеленную посылку и тащить ее в машину. Дом клиента был где-то на окраине, в новом районе, но почему-то оказался довольно старым. Он выглядел вызывающе среди неуютных стандартных многоэтажек, и было непонятно, то ли это здорово, что он такой ажурный и необычный, то ли глупо и не нужно, и его уже давно пора снести. Так и не придя ни к какому выводу, Макс кое-как вытащил из машины свой груз и понес к высокой массивной двери подъезда. Замка не было. Да Макс и не ожидал, что жители этого дома станут раскошеливаться на домофон. Потертая с облупившейся краской дверь противно заскрипела, когда Макс толкнул ее. Удивившись, в Москве давно все двери открывались наружу, Макс шагнул в подъезд. После яркого солнечного света полумрак, разбиваемый лишь мутной лампочкой, был сродни полной темноте, но удушливая, влажная атмосфера старческой затхлости не располагала к ожиданию, пока привыкнут глаза. Макс перехватил коробку поудобнее и зашагал к шаткой на вид лестнице. Судя по номеру, квартира должна быть на 2-м этаже. Лестница оказалась ужасно крутой и высокой. Наверное, в этом доме высоченные потолки. Подниматься Максим стал бодро, но с каждой ступенькой коробка словно становилась тяжелее. Еле-еле одолев первый пролет, он с тоской взглянул на убегающие вверх ступени. Безумно хотелось бросить коробку тут, добежать до квартиры и предложить клиенту забрать ее самому. Ближе к середине 2-го пролета пришлось сделать передышку. Руки уже тряслись, и Макса разбирало любопытство. Что же такое тяжелое могло быть в совсем небольшой коробке? Свинцовый кирпич не иначе. Вот только зачем он клиенту их фирмы? На последнюю ступеньку Макс шагнул, обливаясь потом. Держать коробку в руках уже не было никаких сил, поэтому он поставил ее перед дверью, охнув от внезапной боли в натруженной спине. Кое-как выпрямившись, он нажал на кнопку звонка. Она, как и все в этом доме, была старая, с то ли стёршимися от бесчисленных прикосновений, то ли сколотыми краями. Макс мысленно зажмурился, ожидая противного дребезжащего звука, но ничего не услышал. Может, надо посильнее нажать? Он попробовал еще раз, с силой вдавливая замызганную пластмассу в серо-грязное основание. Опять ничего. Наверное, звонок сломан. Макс привычным жестом похлопал себя по карманам в поисках мобильника. Чертыхнулся, вспомнив, что оставил его в машине, заряжаться от прикуривателя. Подождал пару минут, прислушиваясь к происходящему за дешевой, обитой порванным, потрескавшимся дерматином дверью, и отпрянул, когда дверь внезапно распахнулась. Из глубины, залитой солнцем квартиры, на него пристально смотрел мальчишка лет 9. Макс облегченно вздохнул и улыбнулся. «Привет», — сказал он дружелюбно. «Родители дома? Позови, пожалуйста. Скажи, заказ приехал». Но мальчишка не двинулся с места. Он вообще не пошевелился, даже не моргнул. Они с Максом некоторое время смотрели друг на друга, а потом Макс попробовал снова. «Родителей позови, мальчик», — повторил он громче. «Им расписаться надо». Снова никакого ответа. Мальчишка был симпатичный, хоть и странный. Светловолосый, но почему-то с темными, почти черными глазами при этом. И, кажется, умственно отсталый. «Эй, хозяева!» — крикнул Макс, поняв, что ничего не добьется. «Заказ примите!» и пихнул коробку ногой, пытаясь затолкнуть в квартиру. Она поначалу послушно скользнула по выщербленным, давно не крашенным доскам пола, а потом намертво застряла перед высоким порогом. Макс попытался подсунуть под ее дно носок ботинка и поддеть, но только больно ударил палец. «Ты что же это?» — сказал в сердцах, в последний момент вспомнив, что рядом ребенок, и потому воздержавшись от более крепких выражений. Он нагнулся, с огромным трудом оторвав коробку от пола, и решительно шагнул за порог. «Здравствуйте!» — отчеканил громко. «Примите ваш заказ!» В ту же секунду дверь за ним захлопнулась, а мальчик отмер и быстро ушел в дальнюю комнату. Это было уже слишком. Шепотом выругавшись, Макс поставил коробку на пол и развернулся. К черту подпись. Сам поставит какую-нибудь закорючку. Коробку-то он доставил. С этими мыслями он решительно толкнул дверь, чтобы понять, что та захлопнулась. И все бы ничего, да вот только никакого замка или хотя бы ручки Макс на ней не увидел. «Да ты гонишь!»
— сказал неизвестно кому, ощупывая совершенно гладкое дерево без намека на какие-либо запирающие и открывающие устройства. «Сим-Сим, откройся!» — фыркнул нервно. Дверь не поддалась. Макс повертел головой, осматриваясь. В отличие от подъезда, в этой квартире все было новым и ультрасовременным. Высокие потолки матово поблескивали натяжным покрытием. Стены были покрыты причудливой штукатуркой, на полу отнюдь не бюджетный ламинат, паркет явно штучный, огромные окна без штор, минимум мебели, стен и дверей. Помещение должно было создавать ощущение простора и свободы, но Макс чувствовал себя потерявшимся. Толкать коробку по блестящим от лака полам, рискуя их поцарапать, не хотелось. А снова брать ее в руки Макс не стал бы даже под угрозой увольнения. Поэтому оставил ее в коридоре и шагнул внутрь квартиры. Не может же такой странный мальчишка сидеть один. Даже если родители на работе, то уж нянька наверняка при нем. Судя по стоимости ремонта, эта семья не останется голодной, раскошелившись на зарплату бэбиситеру. Комнат в квартире было на удивление много, целых 5. И все оказались пустыми. Даже мальчишки нигде не было. Спрятался, что ли? «Да твою ж мать!» Уже не стесняясь, выругался Макс и вернулся к двери. «Эй, пацан!» — крикнул громко. «Открывай давай!» Ответом ему была тишина. Впрочем, ни на что другое Макс и не надеялся. Он присел возле двери на корточки и попытался подсунуть под нее пальцы, надеясь, что замка там нет и она откроется, если просто потянуть. Но никакого зазора между дверью и полом не было. Но как-то же мальчишка ее открыл. Макс попробовал надавить на дверь, решив, что она может открываться, как современные кухонные шкафчики от нажатия. Попробовал постучать и обшарил все вокруг в поисках скрытой кнопки хитроумного запора. Тщетно. Что ж, придется, видимо, найти мальчишку. Макс обыскал всю квартиру, открыл каждую дверь, заглянул в каждый шкаф. Поначалу он стучал или громко спрашивал разрешения войти, потом стал нарочито грубо врываться, а под конец наоборот, подходил тихонько и аккуратно толкал, так же, как и входная, лишённые видимых замков двери, чтобы мальчишка или кто другой не успели спрятаться. Никого. Макс, чувствуя, как нехорошо сосёт под ложечкой, вернулся в коридор. Постоял, снова прислушиваясь. Ничего из звуков, обычно наполняющих жилище. Ни потрескивания масла на сковородке, ни журчащей в раковине воды, ни обрывков звуков радио или телепередачи. Да гори оно всё! Макс рванул собачку молнией на куртке. Ему стало душно, спина противно взмокла от пота. Он не собирался играть в прятки и молчанку со странным мальчишкой и его не менее странными опекунами. В конце концов, для него, много лет, трижды в неделю посещающего спортзал, спуститься со 2-го этажа не проблема. Но на балконной двери тоже не было ручек, как и на оконных рамах. Жаркая волна иррационального ужаса пробежалась по позвоночнику. Макс рассердился сам на себя. Ну что за глупости? Чего бояться-то? Нужно просто сесть и спокойно все обдумать. Конечно, когда в доме несовершеннолетний сумасшедший, стоило максимально обезопасить квартиру, чтобы он случайно не покалечился или не выпал из окна. Тем более, если его иногда оставляют дома одного, вот как сейчас. Но рано или поздно родители или няня вернутся, надо только подождать. И, к примеру, выпить чаю. Решив, что вполне может себе это позволить, раз уж клиенты оказались такими необязательными и ушли куда-то вместо того, чтобы ждать заказ, Макс пошел на кухню. Но, видимо, и тут предпринимались меры безопасности, потому что плита не включалась, сколько Макс не крутил ручки, чайника или микроволновки тоже не было. Макс взял из сушилки пластмассовый стакан и без особой надежды подставил его под кран, тоже без намека на вентили. Спустя несколько бесконечно долгих секунд в стакан хлынула вода. Теплая, противно отдающая с запахами тины и хлора. Но Максу было не до выбора. Он залпом выпил все до капли, поставил стакан в раковину и снова отправился на поиски ребенка. «Мальчик, ты где?» – спрашивал как можно мягче. «Скажи, родители скоро придут?» И вздрогнул, обернувшись. Мальчишка стоял в коридоре и молча на него таращился. «Привет!» Макс постарался улыбнуться поприветливее. «Меня Максим зовут, а тебя?» Мальчик молчал. «Может быть, ты откроешь мне дверь?» Тут мальчишка прищурился, открыл надутые красивые губки и отчетливо сказал: «Сдохни!» «Что?» Макс поперхнулся воздухом. «Эй, пацан, стой!» — крикнул он и рванулся вперед. «Ничего себе шуточки у детишек!» «Так, хорош!» — строго сказал он. «Ты и твоя коробка отняли у меня достаточно времени. Давай доставай свой чип, no key и выпускай меня!» Но мальчишка промолчал, сверля Макса тяжелым взглядом.
Кажется, становилось понятно, почему он торчит дома один. Даже родная мать от такого сбежит. Тут мальчишка набрал в легкие воздуха. «Сдохни!» – заорал он. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» Повторял и повторял, все повышая голос, пока не перешел почти на ультразвук. Макс зажал уши руками. «Заткнись!» – крикнул он, поняв, что ребенок и не собирается умолкать. «Заткнись, твою мать!» Он подскочил к мальчишке с намерением зажать ему рот рукой, но тот резко отскочил в сторону и убежал в комнату, захлопнув за собой дверь. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Неслось оттуда, лишь ненамного уменьшив громкость. «Сам сдохни тут!» – закричал Макс. «Нет, хватит с него». Гадёныш посидит немного и с разбитым стеклом. Макс был точно уверен, что выпрыгивать в окно мальчишка не станет. Слишком умён. Сумасшедший? Да ни разу. Просто избалованный богатенький сынок. Наверное, коробка-то для него. Глядишь, там какой-нибудь неокуб на 10 тысяч магнитных шариков. Макс представлял, как сейчас запустят этой коробкой в окно. Как послышится звон, как брызнут над дорогой осколки. Нужен заказ? Пусть родители этого «сдохни-сдохни» сами за ним едут в офис. Еще приплатят за ожидания и моральные неудобства. Он быстрым шагом вышел в коридор, нагнулся, чтобы подхватить коробку, и едва не пропахал носом паркет, когда пальцы провалились в пустоту. Коробка исчезла. Макс гулко сглотнул. Когда он шел на кухню пить, она стояла тут, он помнил. Мальчишке такую тяжесть не поднять, а если бы он ее и волочил, непременно остались бы царапины. Так куда же она делась из этой неприступной, как старый форт, квартиры? «Чертовщина какая-то», — выдохнул он. Встал, упершись ладонями в колени, и постарался успокоиться. Плевать на коробку, надо просто отсюда выбраться. Едва он так решил, крики из-за двери прекратились. Вздохнув с облегчением, Макс пошел на кухню, намереваясь поискать там что-нибудь тяжелое, и не сразу обратил внимание, что квартира вдруг погрузилась в полумрак. Еще недавно залитое солнцем окно теперь серело пасмурным дождливым вечером. Впрочем, даже если бы за окном бушевали метель, потоп, ураган и пожар одновременно, желание Макса выбраться из чертовой квартиры это не умалило бы. Не тратя времени, он подбежал к кухонным шкафчикам и начал открывать один за другим в поисках чугунной сковородки или хотя бы кастрюли побольше. Погруженный в свое занятие, он не сразу заметил, что темнота за окном стремительно сгущается. А когда выяснил, что никакой кухонной утвари в совершенно пустых шкафах не водилось, то поднял глаза и вздрогнул. Мальчишка стоял в проеме двери, неотрывно глядя в окно. «Сдохнешь», — сказал он спокойно и показал пальцем в темноту за стеклом. «Надоело, придумай новое слово», — выплюнул Макс. Он хотел пойти поискать по квартире что-то, чем можно разбить окно, но мальчишка не двигался с места, а прикасаться к нему Макс решительно не хотел. Что, черт возьми, это за место, и сколько времени он тут торчит? Получается, несколько часов, хотя по ощущениям не больше 2. Его телефон, наверное, уже раскалился от звонков. Нет, на ночь здесь он не останется точно. Макс решительно дернул дверцу мойки. Сейчас открутит смеситель. Он тяжелый, металлический, как раз то, что надо. Да что же это? В отчаянии протянул он, рассматривая снизу монолит труб, тянущихся из стены и без единого намека на соединение с краном. Кто это строил? «Сдохнешь!» Мальчишка закричал так неожиданно и так громко, что Макс подскочил. Массивная дверка стукнулась о шкафчик и спружинила, больно стукнув его по спине. «Сдохнешь», — повторил пацан почти шепотом. Макс оставил в покое раковину и посмотрел на него. Глаза стали еще чернее, кажется, зрачки заполнили всю радужку. Щеки побледнели, а губы, наоборот, наполнились неестественной краснотой. «Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь», — повторял мальчишка, неотрывно глядя в окно. Темнота за стеклом сгущалась, становилась почти осязаемой. Безотчетный липкий страх нарастал внутри снежным комом, несущимся с горы. Макс хотел было подойти к окну, заглянуть в него и успокоиться, но тут раздался скрежет. Что-то скребло по стене чуть ниже уровня подоконника. Скребло снаружи. По нервам полоснул животный ужас, и Макс не сразу понял, что мальчишка исчез. Где-то в глубине квартиры хлопнула дверь, и Макс метнулся в коридор, отчаянно надеясь, что это пришли родители ребенка. Но прихожая была пуста, а входная дверь по-прежнему плотно закрыта. И тут Макс услышал звук, от которого кровь застыла в жилах. Ужасающе громкий, страшный вой и одновременно оглушающий скрежет чем-то острым по стеклу.